Представьте, июнь, середина дня. Рига живет своей обычной жизнью. Шумят улицы, звенят конки, горожане спешат по делам. И вдруг дым над крышей театра. Сначала едва заметный, потом пламя, которое вспыхивает над самым центром культурной жизни города. В считанные минуты театр превращается в пылающее сердце Риги. А теперь внимание! Истинная причина этого пожара до сих пор не установлена. Теория за теорией, слух за слухом, но правда где-то между. Что же произошло на самом деле 14 июня 1882 года? Все началось в 11:45. Дым, поднимающийся с крыши театра, сначала казался неопасным, но за считанные минуты он превратился в огненный шторм. Толпы парижан стояли на улицах и смотрели, как огонь пожирает их гордость – городской театр. Пожарные прибыли быстро, но было уже поздно. Здание горело целиком. Пожар был настолько силен, что в домах напротив театра лопались стекла. Словно из кратера взлетали на воздух пылающие остатки кулис и деревянных предметов, падая вокруг места пожара. Так писала через 50 лет в 1932 году газета «Сегодня». На счастье, в тот день не было ветра, иначе огонь перекинулся бы и на соседние здания. Театральные костюмы в недавно законченной полукруглой пристройке к зданию были полностью уничтожены, как и большая часть декораций. Причину пожара пытались выяснить. Газовое освещение, поджог, несчастный случай. Ни одна версия так и не была доказана. Но под завалами после пожара были найдены останки человека, который не имел никакого отношения к театру. И до сих пор загадка. Хотя после расследования официальной версией объявили неосторожное обращение с газом. Чтобы понять, что именно сгорело в тот трагический день, нужно вернуться почти на 20 лет назад. Строительство городского театра было задумано еще в 1856 году, в тот момент, когда Рига из города-крепости превращалась в модный европейский город. Подробно этот процесс я описала в ролике о династии архитекторов Фильска, ссылка в описании ролика. Снос бастионов, рвов и валов открыл простор для нового современного городского центра. Именно здесь, на месте блинного бастиона старой крепости, решено было построить новый городской театр. Театр в Риге на тот момент существовал. Он работал в старом городе с конца XVIII века. Этот театр, известный как Дом Мус, вмещал до 500 зрителей и считался одним из лучших немецких театров за пределами Германии. Сейчас в этом здании находится концертный зал, который в данный момент реставрируют. Интересный факт. Капельмейстером в этом театре с 1837 по 1839 год работал сам Рихард Вагнер, известный каждому любителю музыки композитор. Поэтому теперь улица носит его имя и концертный зал тоже. Сначала проект поручили известному архитектору из Пруссии Карлу Фердинанду Лангхансу. Он строил театры в Германии и считался авторитетом, но его замысел для Риги оказался слишком дорогим. Тогда к проекту подключили рижского архитектора Гесса. Он уже участвовал в строительстве Рижской биржи, и в это время он строил замок в поместье Бирини. Но его вариант театра тоже не утвердили. В итоге в 1860 году конкурс на лучший проект выиграл Людвиг Бонштедт, петербургский архитектор немецкого происхождения, мастер с большим европейским именем. Он родился в Санкт-Петербурге, учился в Берлине, много путешествовал, изучая античную и ренессансную архитектуру, и вскоре стал профессором и академиком в Императорской академии художеств. В Петербурге Людвиг Бонштедт
построил 25 зданий, в том числе роскошный особняк для Зинаиды Юсуповой с зимним садом, концертным залом и даже домовой церковью. Также успел поработать старшим архитектором при дворе великой княгини Елены Павловны, для которой перестраивал китайский дворец в Ораненбауме. В Императорской академии художеств в Петербурге Бонштадт был наставником группы молодых архитекторов, среди которых были будущие рижские зодчие. Янис Бауманис, автор более 60 зданий на Бульварном кольце Риги. Ролик о нем есть у меня на канале. Ссылка в описании к этому ролику. Роберт Пфлуг, лучший друг Бауманиса по учебе в Петербурге и автор Христорождественского собора в Риге и Красных амбаров тоже. Портрет нашла кто-то такой, барельеф на его доходном доме. И Генрих Шейль, автор более 40 зданий в Риге и Латвии. В Риге Бонштадт построил всего 2 здания – театр и здание заведения минеральных вод в Верманском парке. Но этого хватило, чтобы войти в историю. Дальнейшая его судьба связана с Германией, куда он переехал жить после работы в Риге. А переезд был вызван тем, что к этому моменту в России у него расстроились отношения с властьпридержащими, и новых проектов было не получить. Некоторые считают, что театр в Риге создавался по образцу Александринского театра Карла Росси в Санкт-Петербурге. Да, параллели есть. Оба здания монументальны, и оба определяют лицо целого городского квартала. Но на этом сходство заканчивается. Петербург остался в рамках классицизма, а Рига пошла дальше, вперед, к новой архитектуре. Есть версия, что место для Рижского театра выбирали по аналогии с ансамблем Карла Росси в Петербурге. Там тоже в то время была театральная улица, нынешняя Зодчего Росси, и театральная площадь, ныне площадь Островского. И фасад театра выходит на Зеленый сквер. Но Рига все же переосмыслила все по-своему. Вместо замкнутой площади – открытое пространство вдоль городского канала. Динамичный ландшафт, плавные линии, зеленые бульвары – все это стало частью архитектурной сцены. Улица Театра в Риге ведет не к заднему фасаду, как в Петербурге, а к боковому и заканчивается небольшой площадью. На старых планах видно, улицу специально расширили, чтобы вписать театр в панораму старого города, создав площадь в форме трапеции. Это решение принадлежало самому Людвигу Бонштадту. Пространство перед театром оформили 2 зданиями – домом страхового общества «Жизнь» и гостиницей «Рим». Оба были построены в 1878 году по проекту Яниса Бауманиса и выдержаны в одном стиле – массивной эклектики. Здание гостиницы не сохранилось, погибло во время Второй мировой. Сейчас на его месте находится гостиница сети Кемпински Гранд Отель Рига. Эти здания стали своего рода кулисами, которые раскрываются в сторону бокового фасада театра. И на их фоне строгая архитектура самого театра звучит особенно выразительно, как актер в луче прожектора. В отличие от Петербурга, где улица уводит взгляд от здания, в Риге все наоборот, перспектива работает на сближение. Театр будто выходит к зрителю сам. Это уже не подражание, а свой собственный архитектурный жест. На первый взгляд, театр Бонштадта в Риге и театр Карла Росси в Петербурге похожи. Оба как цельная шкатулка. Но фасады Александринского театра строго симметричны, одинаковые портики, четкий ритм окон и дверей. Главный вход почти не выделен. Его можно определить только по расположению к Екатерининскому скверу. В Риге все иначе. Главный фасад сразу бросается в глаза. Он обращен к бульвару и подчеркнут не только портиком, но и глубокой лоджией с 2 плавными пандусами. Это уже не классицизм, это предчувствие органичной архитектуры XX века. Да, Рижская опера скромнее по масштабу, чем Александринка в Петербурге, но главное не в размерах, а в идее. Перед нами храм искусств, подобный древнегреческому. Роскошный северо-западный фасад украшен величественным шестиколонным ионическим портиком. Скульптура аллегории на фронтоне изображает покровителя искусства Аполлона с лирой в руках в окружении древнегреческих божеств. По углам фронтона помещены крылатые сфинксы, а над коньком скульптура крылатого гения искусства.
Одной рукой он удерживает неопузданную пантеру фантазию, а в другой держит греческую маску, символизирующую театр. Карниз, венчающий здание, украшен символическими фигурами двух муз – трагедии и комедии, тоже заимствованными из греческой мифологии. На фронтоне театра сделали надпись «Город сценическим искусством». Боковой фасад театра музыкантам точно напомнит партитуру. Вот смотрите, как похоже. А некоторым – фортепиано, окна как клавиши. Декор фасада, интерьеры, даже колонны – все было выполнено по эскизам Бонштада. Скульптурный декор изготавливали в Берлине. Первоначально желто-коричневые тона фасада подчеркивали принадлежность здания к немецкому культурному сообществу. Выбор был эстетическим и политическим одновременно. Но уже через год после открытия театр перекрасили в белый. Имперская власть стремилась к единообразию, и официальный цвет стал отражением этой политики. И в Риге здание стали называть «Белый дом», как еще помнят некоторые рижане. Театр был рассчитан на 2000 зрителей, из них 1300 сидячих мест. Каждому ярусу своя лестница, свои выходы. Например, публика из портера подъезжала прямо к главному входу по пандусу, выходила в вестибюль и сразу в фойе, не встречаясь с остальными. Остальные ярусы с отдельными лестницами, скромными входами с улицы и своими гардеробами. Даже проход в ложу генерал-губернатора был изолирован, но без лишней роскоши. Пространство внутри тоже аскетичное, без парадных залов и мраморных галерей. Все удобно, компактно и по делу. Интерьер зрительного зала был выполнен в духе итальянской театральной традиции. Широкий портер, ярусные балконы, сцены с парадным порталом – все это отсылает к классическим образцам, вроде знаменитой миланской Ла Скала. Сцена хорошо видна с любого места, и это было принципиально. И еще одна находка – освещение. Вместо тяжелой люстры – мозаичный стеклянный плафон с газовыми светильниками. Свет мягко рассеивался и заливал зал. Если взглянуть на план здания, видно, насколько продуманным был проект Бонштада. Он заложил то, что сегодня мы бы назвали современными стандартами безопасности. Отдельные лестницы с каждого яруса, огнеупорные конструкции и прямые выходы наружу. Все компактно, логично и по-настоящему новаторски для своего времени. Торжественное открытие состоялось 29 августа 1863 года постановкой пьесы Шиллера «Лагерь Валенштейна» и оперы Бетховена «Фиделио». Все постановки здесь шли на немецком языке. Для Риги это было не просто культурное событие, это заявка «Мы – европейский город». Интересный факт. Даже спустя десятилетия новые дома на рижских бульварах проектировали с оглядкой на пропорции этого театра, чтобы ни одно здание не спорило с его величием. Пожар 1882 года опустошил театр, но не уничтожил дух города. Уже через несколько месяцев, в ноябре, двери открыл Временный театр. В деревянной конструкции разместился зрительный зал на 1200 мест. Его проект создал архитектор Генрих Шель, ученик Бонштада. И хотя это было лишь временное здание, Рига не собиралась мириться с утратой своего культурного сердца. Чтобы восстановить любимый театр, город обратился к тому, кто его когда-то спроектировал, Людвигу Бонштаду. Но здоровье уже не позволяло ему вернуться к работе. Вместо себя он предложил сына, Альфреда. Альфред Бонштад подошел к делу по-своему. Капитальная перестройка зрительного зала, новые лестницы, сцены, интерьеры. Театр превращался в нечто новое, слишком новое. Горожане отвергли проект, как чересчур помпезный. Тогда к проекту подключился городской архитектор Рейнхольд Шмелинг. Он предложил модный вариант. Наружная лестница на целый этаж, массивные пристройки, колонны. Облик театра подчинился европейским шаблонам, а с ними исчезли его простота и цельность. По одной из версий, за сохранение оригинала выступили ученики Бонштада – Янис Бауманис, Роберт Пфлуг и Генрих Шель. Их слова весило немало. К
тому же проект Шмелинга оказался слишком дорогим. Тогда он разработал третий вариант с уважением к исходной архитектуре. Именно этот проект был принят. Театр сохранил свое лицо. Реконструкция длилась с 1885 по 1887 год. Архитектурная идея осталась нетронутой, но внутри многое изменилось. Зал стал выше, сцена глубже. Впервые между сценой и зрителями установили железный противопожарный занавес, новшество, которое спасет жизни. И главное, эпоха газа ушла в прошлое. Вместо горелок электрический свет. Ради этого построили первую в городе паровую электростанцию мощностью 52,5 киловатта, прямо рядом с театром. Она снабжала электричеством не только театр, но и окружающие здания в радиусе 300 метров. Ее сохранившаяся огромная труба уже декоративная и сегодня является частью силуэта Рижской оперы. Свет стал ярче, сцена удобнее, спектакль зрелищнее. Освещение оркестровой ямы тоже кардинально улучшилось, и это сразу оценили музыканты и дирижеры. До этого многие из них работали буквально в полутьме. Известно, что по меньшей мере 2 дирижеров были вынуждены оставить профессию из-за проблем со зрением. Так пожар, который почти уничтожил оперу, дал толчок технологическому прорыву. Интерьер обновили в стиле эклектики. Появились новые роскошные лепные украшения, выполненные скульптором Фольцем. Спустя 5 лет после трагедии Рига получила не просто восстановленный театр. Это было уже новое здание, безопасное, современное, по-прежнему великолепное. Окружение театра тоже изменилось. Ландшафтный архитектор Георг Куфальд разбил обширный сквер, а в честь восстановления театра скульптор Август Фольц создал фонтан «Нимфа», символ обновления и света. Кстати, об этом скульпторе у меня на канале есть мини-сериал. Фольц сделал для Риги так много, что пришлось разбить материал на части. Ссылка в описании к этому ролику. 1 сентября 1887 года театр вновь открылся для публики. Это был не просто день возвращения оперы, это было начало новой эпохи. После восстановления театр снова стал центром культурной жизни Риги. В начале 20 века театр продолжал меняться. Появилась вращающаяся сцена, по тем временам почти чудо инженерной мысли. Столярные мастерские переехали в новые помещения, крышу отремонтировали. Все началось в 1912 году. Композитор Павлс Юрьенс собрал первую латышскую оперную труппу, которую так и назвали «Латышская опера». Своего здания у них не было, спектакли шли в зале Рижского латышского общества. Потом Первая мировая, бегство в Россию, долгий перерыв. Но в 1918 году группе музыкантов и певцов, которых собрали в Петербурге композитор Язип Виталс, автор гимна Латвии, и дирижер Теодор Рейтер, правдами-неправдами удалось вернуться в оккупированную немцами Ригу. Так появилась новая оперная труппа, и идеи Юрьенса получили продолжение. Сначала выступали в здании, где сейчас находится Национальный театр. Постановки делал Дмитрий Арбенин, друг Виталса по Петербургской консерватории. А в январе 1919 года важный шаг. Труппа переехала в здание бывшего немецкого театра. Первая премьера на новой сцене – «Тангейзер» Вагнера. Это было 23 января, день, который теперь считается официальным началом истории Латвийской национальной оперы. Формально театр получил этот статус чуть позже, 2 декабря 1919 года, и сразу стал играть важную роль в культурной жизни города. Например, именно здесь в 1920 году чествовали Райниса и Аспазию, вернувшихся из эмиграции. Тогда же, в 1920 году, на сцене впервые прозвучала «Банюта», первая национальная опера, названная именем главной героини. Музыку написал Альфред Калнидж. Это история о любви и верности, о долге и мести, о том, как трудно сделать выбор между сердцем и обязанностью. В данный момент в репертуаре театра эта опера отсутствует, но в Ютубе можно найти аудиоверсию этой оперы в постановке 1920 года.
В 2021 году в сотрудничестве с Германией был снят фильм-опера «Банюта», и на Ютубе есть его трейлер. Но вернемся в 20-е годы 20-го столетия. Далее последовали и другие оперы, написанные латышскими композиторами. На сцену приходили национальные сюжеты, большая музыка, яркие образы. Первым директором театра был Янис Залитис, а оперную режиссуру в 20-30-е годы в театре вел Петр Мельников, человек, который до этого ставил оперы в Большом и Мариинском театрах. Параллельно развивался балет. Первую труппу возглавил Вольдемар Комиссарс. Вместе с ним работали мастера классического танца, эмигрировавшие из России балетмейстер Николай Сергеев и балерина Александра Федорова-Фокина, звезды Мариинского театра. Именно Федорова создала балетную школу, из которой вышло целое поколение артистов. Потом ее дело продолжил ученик Александр Лембергс. Его период многие считают золотым веком латвийского балета. Во второй половине 30-х годов русские эмигранты, работавшие в театре, покинули Латвию и продолжили карьеру в Европе и США. В 1935 году появился первый национальный балет «Победа любви» композитора Яниса Мединша, который поставил балетмейстер Освальд Лемонис. В сюжете переплетается народное и фантастическое. В те годы он имел большой успех у публики. Вот костюм из этого балета, но сейчас этого спектакля нет в репертуаре. Последняя постановка шла в 70-е годы. К 1940 году театр уже уверенно стоял в ряду главных музыкальных сцен региона. До 8 премьер и более 200 тысяч зрителей ежегодно. Опера и балет в Риге действительно стали масштабным явлением. В советский период здание носило название Государственного театра оперы и балета Латвийской ССР. В 1957 году провели масштабную реконструкцию здания. Новые буфеты, вентиляция, сцена, восстановленная роспись. Репертуар театра тоже изменился. В первые послевоенные годы доминировали оперы русских и советских композиторов. Звучали «Князь Игорь», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане». Позже никому сейчас неизвестная «Семья Тараса», «Великая дружба» и другие постановки с идеологическим уклоном, впрочем, как и везде в СССР. Интересный факт. В эти годы в стенах театра, исполняя детские партии, начинал свой творческий путь Марис Лепа, впоследствии известный на весь мир танцовщик. Будучи взрослым, в театре он проработал не более года. Сцена Большого театра и зарубежные гастроли были мечтой любого артиста. Кстати, около театра есть посвященный Лиепе памятник, и, на мой взгляд, неудачный. Ни по исполнению, ни по месту установки. А вы что думаете? Напишите в комментариях. Еще в этом театре недолго проработал Александр Годунов, тоже балетная знаменитость, но ему памятника не поставили. В те годы появлялись и новые оперы латышских авторов – Заринша, Джилинскиса, Дамбиса, Калнинша. Банюту адаптировали. Из трагедии сделали пьесу с хэппи-эндом. Постепенно в афишах все чаще появлялись мировая классика – Моцарт, Верди, Пучини, Вагнер. Театр расширял границы как музыкально, так и географически. В 70-х годах снова задумали реконструкцию, даже обсуждали новое здание, но решили обновить старое. Работы растянулись на десятилетия. Проект реконструкции утвердили лишь в 1993 году, спустя 2 года после обретения Латвии независимости. К тому моменту театр уже официально вернул себе статус Латвийской национальной оперы. Перед началом реконструкции провели тщательное исследование, нашли старые эскизы Шмелинга и архивные фото. По ним удалось воссоздать люстру и отделку стен, точно как в 1887 году. Но на этом не остановились. Здание решили не только обновить, но и расширить. В 1995-м театр снова открылся, а к 2001-му достроили современную пристройку с новым залом. С 2015 года официальное имя театра – Латвийская национальная опера и балет. Сейчас здесь 2 зала – большой и малый, а в команде работает более 600 человек. Большой зал вмещает 946 мест, а новый зал – от 250 до 300 мест. Сейчас в театре снова проводят реконструкцию, но вы видите сами эти леса.
В следующем сезоне театр не будет работать 2 месяца, будут реконструировать зрительный зал. Сегодня Латвийская национальная опера и балет – это не просто здание с историей, это живой, мощный культурный организм, в котором классика встречается с современностью. В репертуаре «Кармен», «Набуко», «Соломея», «Дон Жуан», «Щелкунчик», «Фауст», «Травиата» и десятки других классических и современных спектаклей. С 1998 года каждый июнь в конце сезона Латвийская опера проводит Рижский оперный фестиваль. Здесь показывают лучшие премьеры года и дают специальные концерты. На сцене не только латвийские звезды, но и гости с мировыми именами. Сегодня многие выдающиеся латвийские оперные артисты Александр Антоненко, Элина Гаранча, Инга Кауна, Майя Ковалевска, Кристина Ополайс, Марина Ребека, Эгил Силинш и другие получили международное признание и регулярно выступают в самых известных оперных театрах мира. Латвийская опера – это не только сцена, это лицо Риги, один из главных культурных брендов Латвии. Центр, притягивающий туристов, ценителей искусства и тех, кто делает первые шаги в культурной жизни. Здание, пережившее пожары, войны, реставрации и перемены эпох, не просто устояло. Оно продолжает жить и остается сердцем культурной жизни Риги и Латвии.